Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу рассказать такое, не очень веселые вещи о своих наблюдениях за погодой, за климатом, как он меняется в моем регионе, вот здесь, где я живу. Это центральная Украина. Вот, что здесь происходит с ветром, осадками и другим. А в конце видео расскажу, почему, это такая версия, но, по-моему, она довольно правдоподобная, почему эта зима была такая теплая, аномально настолько теплая. Это в конце видео. Вот, насчет осадков начнем, да. Осадки, вот, по моим наблюдениям, они вообще как-то поменяли даже свой характер. Они какие-то стали не такие, как раньше. То есть, раньше, например, осенью были такие суточные дожди, да, такие долгие, такие медленные. Это когда нету ветра, и оно капает, 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 день капает, 2 дня капает, 3 сутки капает. Я это помню еще, это... Не то, что там было 200-300 лет назад, там когда-то очень давно. Это было при моей жизни. Сейчас такого нет. Сейчас такого нет. Вот эта осень, что была, вообще была такая засушливая. Нормального дождя не было. Те дожди, которые просто пыль прибивают там, или листья помыли, то я за дождь не считаю. Дождь это такие осадки, которые влияют реально на жизнедеятельность растений, деревьев, там, огорода. Вот это, чтобы что-то повлияло, понимаете, что-то промочило. Вот это дождь. Вот если вот так рассматривать, то вот такого дождя у нас, в моем регионе, вот где я живу, не было. Это примерно с середины прошлого лета, вот последний такой нормальный дождь, он был в начале лета, в начале прошлого лета. Вот, до начала мая, вот сейчас я это видео снимаю 15 мая 2020 года, середина мая. Вот, то вот с начала месяца мая начались дожди. До мая месяца дождей не было. Не было зимой осадков. Зимой у нас выпал снег, там может 2 раза или 3 по 2-3 сантиметра снежка. Там ни о чем можно сказать. Его не было снега. То есть за зиму, даже вот за зиму, вот кто бы мог подумать, что такое будет, всегда считалось, что зимой обязательно земля намочится, там мокрый снег, такой снег, дождь, но все равно она намочится. Она не намочилась за эту зиму. Земля не намокла. Вот это вот парадокс вот такой, понимаете, это непонятно, как такое может быть. То есть получается, что почти год, без каких-то там 1,5 месяца, может быть, 1,5, 2, может быть, максимум. Почти год, без 2-1,5 месяцев не было дождя. Вот здесь, где я живу, нормального такого дождя, чтобы что-то промочил, что-то он повлиял. Это очень странно. Нету вот этих вот суточных дождей, да, которые долго идут. Вот. Сами дожди какие-то стали такие ливневого характера. Они такие, налетело, с ветром, пролилось, там не пролилось, там перемочило, там смыло. Вот, у кого-то с огорода там подвалы затопило. Такие какие-то, как тропические ливни, я не знаю. Вот это вот перемещается, наверное, сюда юг к нам или что. Вот такое вот творится с осадками. Они то есть, вот как сейчас, сейчас май месяц, то практически каждый день идет дождь. Я-то не против такого, я радуюсь, но это ненормально. Тут он не было его чуть ли не год, а тут вот каждый день. Посмотрим, что дальше будет. Теперь ветра. Ветер у нас очень сильно повысился. Я не знаю, как среднегодовая скорость ветра выросла или нет, но когда он есть, он какой-то стал очень сильный. Этот ветер с резкими порывами. Вот раньше я никогда не видел, что в нашем регионе были пылевые бури. Вот когда сносит, поднимает землю с полей, да,
песок, вот эту всю, и несет вот это. Ну, я такого не видел, у нас такого не было никогда. В нашем регионе это было, ну, нереально вообще. Сейчас это, пожалуйста, я где работаю, там я вышел, вот даже недавно, это было этой весной, не один раз. Вот такое я наблюдал, вот этой весной, вот такие бури, когда поднимает вот этот песок с поля и несет. Вот так вот вышел, но ничего не видно. В глазах песок, на зубах песок. Вот этот вот пыль везде. И оно ее несет, вот такая туча земли. Ну, это вообще. Это очень странно и ненормально для нашего региона. Я не знаю. Вот. Это если у нас такие ветра и такое делается, то что говорить там вот, южнее, там Николаевская, Кировоградская, Херсонская, там всегда ветра были сильнее. А что ж там сейчас тогда делается? Там вообще, наверное, опустынится оно все. Вот. Я еще давно слышал, что вот эти вот климатические пояса, они будут как бы передвигаться вверх, ну если по карте смотреть. То есть, если там была вот эти южные области Украины лесостепь, это у нас лесостепь, а там степь, то эта степь теперь будет сюда передвигаться. Но я не знаю, насколько это правда. Ну, очевидно, что, наверное, да. Вот, эти ветра, ну, таких раньше, я же говорю, что поднимали, и это не только я такое вижу. Там по радио слышал, на Киевщине тоже вот такие были, на Закарпатье замечали вот такие вот пылевые бури. Ну, это совсем ненормально для наших территорий. Вот. Ну, вот такие вот, да. Дождь, осадки, ветер, вот это я рассказал. Вот. Теперь, что я и обещал, под конец видео расскажу, почему же такая была теплая зима. Вот это я услышал такую версию, и сейчас я ее вам передам. Сами решайте, насколько она правдоподобна, реальна или нет. Что получается? Ну вот все знают, что потепление на Земле, там на всей Земле, да, идет потепление, там повышается средняя температура, там уже повысилась, там что-то я не помню, или на полградуса, или на градус, или на 1,5, уже не помню. Но надо понимать, что это средняя. Это средняя. Это значит, что в разных регионах, территориях будет по-разному повышаться эти. То есть где-то она на полградуса повысится, где-то она наоборот даже упадет, эта температура. Где-то она повысится на 2 или даже на 3 градуса. А в среднем получается, ну там например, градуса. Я уже не помню, насколько точно, но повысилась. Средняя по Земле, по планете. Вот. И что получается из этого? В результате того, что неравномерно прогревается Земля, уже не так, как раньше. Вот там больше она прогревается, там меньше. Поменялись воздушные течения. Те, которые постоянные воздушные течения, которые вот в данном нашем регионе делали зимой погоду. Вот. То есть у нас преобладающие массы воздушные были с России. Это центральной России, северо-восточные, ветер оттуда он приносил вот эту воздушную массу, она была сильная, она заполняла вот эту Украину, вот, и здесь она оставалась всю зиму, створюючи погоду и климат такой вот зимний с осадками, морозами, от этого, то есть оттуда, с северо-востока, то есть центральной России, северо-восточные направления оттуда. Центральная Россия, Северная Россия оттуда приходила. Теперь в результате вот этих вот потепления набрала силу южные ветра. Южные оттуда, с Африки, откуда они там, ну где-то с юга. Они стали настолько сильными, вот, что они просто вот эту вот воздушную массу, которая у нас делала раньше погоду зимой, они ее просто вытеснили назад. Они ее просто вытеснили туда назад в Россию, там где-то аж за центральную Россию, там где-то аж на север, вытеснили вот эти ветра, и они тут стояли, вот этот вот южный, вот это циклон, который зашел сюда, и он тут практически всю зиму стоял. Вот такая вот
версия есть, вот я ее слышал, вот мне кажется, она правдоподобна. И хотел вам ее рассказать, почему вот эта вот зима была такая теплая. То есть, ну, как фильм даже был такой, да, что все боятся, что поменяется там это океаническое течение, Гольфстрим, вот, и вся Европа замерзнет. А оно уже получается, что уже на сегодняшний день меняются воздушные течения, которые не менее важны для утворения погоды в каких-то там регионах. Вот, соответственно, где-то потеплеет, где-то похолодает. Вот, нельзя сказать, что будет везде только теплеть. Ну, вот такие вот катаклизмы, короче. Вот, и я думаю, это страшнее даже будет за ту пандемию, которая сейчас есть. Вот, ну, коронавирус, эта пандемия, люди уже увидели, человечество, что оно быстро не пройдет. Все там сразу думали, что месяц там посидим на карантине, вот, и все, оно потом кончится, все опять заработает. Ну, видим, начинается лето, уже сейчас середина мая, он не проходит. Вот, весь мир сейчас отменяет карантин потихоньку, но вирус-то не пропадает, и пандемия не заканчивается, число заболевших только растет, у нас, например. Вот. Но, что я вам скажу, люди, я думаю, человечество, оно просто привыкнет к этому. Оно научится жить с этим вирусом, отменят этот карантин. Просто, ну, одни будут жить, работать, плодиться и размножаться, другие будут умирать от вируса. Ну, что ж, так оно и будет, так будем жить. Вот. И я так себе представляю. Ну, что на карантине сидеть постоянно, ну сколько просиди. Ну, последствия долгого карантина, такого, ну, затяжного, там, на месяца, на полгода, они будут еще хуже, чем от пандемии. Это уже все поняли. И что так оно не будет, и это надо как-то заканчивать, вот этот вот карантин. Вот. Ну это так, немного про вирус. Ладненько, все то, что я хотел сегодня сказать. Ну, в основном про климат я хотел сказать. Все, всем пока, до следующих видео.